Привет! Я думаю, это видео будет не очень длинное. Просто хочу поделиться, что у меня сейчас, наверное, на душе, так сказать. И такой будет мой дневник, не факт, что я его выложу. С чего начать? С того, что завтра у меня мой первый рабочий день. Я устроилась на работу, потому что мне надо зарабатывать деньги, и чтобы у меня не было такого упадка, ямы в деньгах. Вот, мне как бы отложено, как подушка безопасности, но все равно работать надо. И у меня такие периоды, в принципе, бывают, когда я работаю, накапливаю определенную сумму денег, и потом я увольняюсь, и потом я долгое время не работаю, а потом опять ищу работу, и вот такой вот круговорот, можно так сказать. Вот в прошлой работе, я когда уволилась, я поехала жить в Сочи, потом я поехала на месяц жить у родителей в деревне, и сейчас я вернулась к себе и немножко переживаю, потому что вот всегда такое переживание на самом деле. Страх, вдруг ничего не получится. Но эта работа даст мне удаленный формат работы, поэтому я туда иду. Вот, переживаю я по этому поводу. Не помню, я уже снимала на эту тему или нет видео, но это вот наболевшее, да, потому что я жила, когда у родителей дома, и когда я жила в теплом климате, как бы в Сочи, все радужно, прекрасно, я не работала, и я была полностью погружена в себя. Сейчас же у меня английский, у меня, в принципе, практики, сейчас по работе мне нужно будет делать, выполнять всякие дедлайны, вот, и тяжело удерживать вот это состояние, внутреннюю какую-то гармонию, суперспокойствие. И я думаю, что было бы намного хуже, если бы я не придерживалась вот таким правилам, которые у меня в моей жизни вот сейчас. Это минимум просто времени в телефоне. Ну, по факту, я думаю, что я просто избавилась от этой зависимости в телефоне, потому что у меня уже нет такого желания, и мне это не приносит удовольствия, там, просмотр рилсов и все в таком роде. И я себе сделала другой формат получения информации. Я сделала акцент на книги, на лекции, и если это какие-то видео, то длинного формата. И минимализировала, в принципе, количество всякого контента, который я получаю в день. И важно также промежутки между между просмотром контента, чтобы мозг успел запомнить, проанализировать то, что я, например, сейчас посмотрела. Это, конечно, помогает. Также я сейчас стараюсь тренировать свой словарный запас, свою речь, свою дикцию, но я это начала недавно, поэтому не судите строго. Вот, английский. И на чем мы, в принципе, остановились. Я продолжаю делать практики, и самое главное для меня — это правильно начать утро, то есть первое время это вообще без телефона. Делаю типа китайскую такую зарядку и медитацию делаю 15 минут. Вот. И что еще? Мое питание стало лучше, то есть я могу сказать, что я сейчас сладкое почти не употребляю, то есть это или выпечка, которую я сделаю сама, и я делаю на кокосовой муке или на нутовой муке, вот, и сахара я туда, ну, вот просто 2 ложки добавляю столовой, а это, я считаю, ничто по сравнению с тем, сколько сахара в покупной выпечке. Вот, и у меня нет желания к сладкому, как это было раньше, хотя я не ставила никакой цели перед собой, что я хочу отказаться от сладкого. Я думаю, это как-то произошло само, потому что я свое состояние настраиваю на то состояние, которое я вижу в своем будущем. Это, конечно же, работа, мне кажется, с силой мысли, с
тем, что у тебя происходит в голове. И сейчас я также ловлю себя в течение дня. Я стараюсь находиться в безмолвии, просто сосредотачиваться на том, что я делаю здесь и сейчас, на этом моменте, на своем дыхании. Это помогает мне медитация. Вот, то есть удерживать вот это состояние медитативное в течение дня. И еще в течение дня, если я вижу, что ко мне приходят какие-то мысли с моего прошлого, какие-то вот эти, знаете, негативные установки, по типу, что, наверное, это не для меня, наверное, я не смогу, куда я лезу, это слишком для меня, нужно что-то поменьше, вот, поскромнее и все в таком духе, то я просто ловлю эти мысли и стараюсь заменить на что-то, ну, проанализирую немножко и начинаю заменять их на другие позитивные, короче, установки. Вот, то есть в течение дня также ловить себя на таком, ну, не знаю, плоском каком-то мышлении и корректировать себя, свое мышление в течение дня. Также я думаю, что огромную роль играет и дневники, ведение дневников, потому что мне это очень помогает, какое-то физическое свое напряжение, какие-то просто переживания сбросить, ой, не физические, какие-то внутренние свои переживания сбросить на что-то физическое. Это прям сильно облегчает. Не знаю, что еще сказать. Такое вот видео. Еще я пробую писать, эссе. Вот, у меня тут дневник. Изучать тему и писать, чтобы правильно формулировать свои мысли. Сейчас моя цель — это накапливать опять сумму денег уже для другой моей цели. Это также не забрасывать, учить английский и не терять вот эту внутреннюю энергию. Даже если вызывать ее нужно искусственно, все равно вызывать. Потому что если я буду постоянно впадать и позволять себе впадать в такое депрессивное состояние, то я далеко не уйду, я это понимаю. Вот. И мне иногда тяжело, например, выйти из квартиры, потому что когда ты живешь в доме, например, как я у родителей, это сделать было проще. Ты уходишь во двор, там твоя территория. Когда ты живешь в квартире, я это прям чувствую. Тяжело выходить, спускаться. Я понимаю, что я сейчас пересекусь еще с соседями, и там не мое пространство, там и дети, и все люди. И не знаю, иногда это просто утомляет, и как-то это все это печально. И я тот человек, который реально могу месяцами не выходить из квартиры, и все равно я себя заставляю. И когда я выхожу через силу, можно так сказать, иногда на улицу, я благодарю себя, что я действительно себя заставила, потому что тогда уже я ловлю вот это удовольствие с улицы. Может, если вы меня понимаете.